Всем доброе утро, господа и дамы. Вот настал новый день, новый тур, новая загрузка. В общем, загрузился я керамической плиткой на Сербию. Поеду в новое место. Задолбался я грузиться, если честно. У нас тут дождь. Ну, в общем, завязал. В 2 ряда поставили несколько палет, так как не влезло все. Ну, так себе. Ремнями все связал, загрузил. Ну, все, жду документы. Ну, это часика полтора-два. Сейчас пока что-нибудь тут посмотрю. Какой-нибудь фильм начну смотреть. Кофейку попью. Ну и поеду. Сегодня горы вообще все в тумане. Будет скользко. Как-то так, если честно. Ну ладно, хотя бы днем поеду. Это хотя бы большой плюс. Времени у нас, ну, 10 часов. Сейчас часа полтора, ну, к обеду. Да, к обеду я выдвинусь. Ну и, в общем, тогда не прощаюсь, пока отключусь. Будем посмотреть, что будет дальше происходить. Ну что, все, вот я и тронулся. Время 13:15. Поедем потихонечку до Нового базара. Я надеюсь, я успею, дорогу не размыло. Буду надеяться на это. Заменили, а то у меня дворники вообще нифига толком не работали. Ну сейчас прям супер, прям вообще замечательно. Я все вижу. Так что вот как-то так вот. Посмотрим. Ну ладно, окей, хорошо, я пока отключаюсь, потому что здесь в любом случае ничего интересного. Сейчас нужно будет доехать заправиться сразу и потом уже покатим. Посмотрим, что там дожди со снегом принесли, какая будет дорога. То резина-то новая стоит, а если камни будут, это, блин, резина будет рваться. Так что попозже включусь. Пока, всем пока. А вот и наши дорогие россияне на отдых приехали. Ну ты-то чего? Вот, обычно так в России только делают, блин, а ты вот, серб, ну хотя бы спасибо сказал, это радует. Успею, не успею на этот светофор, ну не знаю, ладно. Ну в общем все, заправился я, заехал на заправку, ну и в путь. Вот все езжу здесь и не перестаю удивляться этой красотой, ну прям вообще, прям мне это супер топ нравится. Такие дороги, горы. И быстро не поедешь, только до автобана, пока доедешь, вот на автобане топишь. А с 25 тоннами, блин, тут вообще. 50-60. Ну, бывает, конечно, 80 разгонишься. Вот Казанское озеро. А так вокруг вот скалы. Сейчас посмотрим. Впереди у меня Подгорица. Посмотрите, сегодня какой-то катаклизм по Подгорице. Что-то второе круговое движение, стоямба. Причем жесткая стоянка.
чё вдруг, непонятно. Обычно всегда здесь проезжаешь свободненько. А сегодня что-то как-то, ну блин, это мне не нравится. Потому что у нас время. Как бы вот так. Ну что поделаешь. Будем телепаться потихонечку. Ну, у нас здесь сейчас прямая. Пару кругов. И все, и мы погнали дальше. Дальше горы. Посмотрим, что будет там. Смотрите, что в горах творится. Туманище, не видно вообще абсолютно ничего. Но будет прикольно, похоже на то. Ну, в принципе, смотрите, вот что в горах творится. На камеру, конечно, этого не видно так. Но туманище. Просто. Можно вот так вот камеру поставить, ехать, и нормально будет все. Ну, то есть, как бы, через камеру туман не передается на дороге. Вот там вдалеке, конечно, видно, что ну, просто жесть, ничего не видно. А здесь, ну более или менее. Где-то сильный туман, ну, где-то хорошо. Так что вот как-то так вот. Поднимаемся мы до сих пор. Пока еще до Калашина. Там дальше уже будем спускаться. Так что вот как-то так. О, видите? Топ. Вообще топ. Опять эти тоннели. Опа. А вот он и прекратился. Прикольно, да? Вообще прикольно. Правда, задолбался я уже климатом играться. Как поднимаешься, то окна начинают запотевать, то отпотевают. Короче, как-то вот так вот. Ну, все зеленеет, расцветает с каждым днем. Уже виды такие открываются. Прям супер, мне вообще нравится. Итак, ну что, остановился я на 45-ку в какой-то деревне. Даже название не помню. Не получилось у меня никуда доехать нормально. Я второй раз по этой дороге еду, а тут ремонт и дождь. И, короче, никак. Мы не едем потихоньку только. Так, 17:35. Так что придется кофе пить в автомобиле. Но благо у меня тут есть какие-то плюшки. Кофе, молоко взял. Осталось мне 100 километров всего лишь на все. Сегодня, так что я туда приеду спокойненько, не торопясь. На Царину, таможня по-русски. Ну и все, 9-ку как раз отстаю. Они уже не работают, они работают до 4, время уже половина без 26. Так что как-то вот так. Придется мне там ночевать. Там переночую, с утра они с 8 или с 7 работают, я не знаю, я там еще не был на этой таможне. Все, отдам документы, буду ждать. Ну и разгрузка рядом. После чего обратно в Старую Позову. Там уже будет 2 точки разгрузки. То же самое будем грузить, но, наверное, побольше только по тоннажу. Блин, задолбали эти 25 тонн, это капец. Тяжело, как будто сам везешь. Как-то вот так. Ладно, я отключаюсь, мне кто-то звонит. Вот какие виды открываются в Северной Черногории. Горы вообще все в тумане. Самое главное, поднимаешься прям на самый верх практически, остается там метров, наверное,
200. Поднимаешься, прям туман, толком ничего не видно. Прям на саму макушку, пуф, все. Туман исчез. Вот прям просто резко. Прикольно. Вот такая пасмурная погода у нас сегодня. Ну, вроде бы там завтра, послезавтра обещают хорошую погоду. Прям за 20 уже. Опять тепленько, замечательно будет. Ладно, до следующего включения. О, какая красота. Просто. Туман, горы отвесные. Скалы, даже не горы, а скалы отвесные. Вообще топ. Мне это вообще нравится. Вот просто. Смотрите, там еще тоннель, поезда ходят, я так понимаю. О, река. Вообще супер. Ну что, границу Черногории я прошел. Вот теперь прохожу границу Сербии. На этот раз я без проблем черногорскую границу прошел. Сейчас вот подкатываюсь к сербской. Ну, тут пару машин передо мной, поэтому норм, я думаю, недолго. Думаю, минут 10-20 может быть по максимуму. Ну и все, и мне остается тут совсем, грубо говоря, час езды после этого. Ну и как бы доеду до Царины. Так что включусь уже на Царине, когда еду, так как уже темно, ничего не видно, показать нечего. Пока отключаюсь. Итак, ну что, время 12 часов ночи, я добрался до Царины. Продержали меня на таможне 2 часа на сербской, ну, вернее, на границе на сербской. Ну да, там, в принципе, таможня, да, была, тоже растамаживали. Короче, какой-то был косяк с документами. И они мне просто тупо сказали: сдавай назад и стой, жди, звони. Ну, позвонил, через 2 часа выходят, говорят: давай, заезжай. Ну, заехал, все вроде нормально. Исправили документы, переделали. Исправили документы, переделали, ну и все, я поехал. Все, и вот добрался. Здесь все, теперь у меня 9, как раз время 12 часов. Они с 8 начинают работать, или с 7, я точно не помню. Но можно будет поспать в любом случае раньше. Как раз документы сдам. С утра проснусь. Ну и да, как раз пока туда-сюда, и как раз 9 у меня закончится. Ну и все, поеду выгружаться. Здесь недалеко, тут я уже посмотрел, мимо проезжал, полчасика езды всего. Как раз нормально, у меня еще останется 8,5 часов. Я думаю, до Белграда я доберусь без проблем, если что, на крайний случай 10-ку возьму. Еще лишний час. Я думаю, да. Да нет, хотя так доберусь, успею. Ну так что все. Всем спокойной ночи. Мне спокойной ночи. Будем отдыхать. Завтра растамаживаться, выгружаться и до Белграда. Все, выключаюсь пока. Всем до утра. Итак, всем доброе утро. Ну все, я растаможился, уже приехал на выгрузку. Даже уже пошел процесс разгрузки. Уже немножко выгрузили, я все развязал. Вот уже выгружают. Фух. Пока расшторился, что-то я устал. Еще и ремни вот эти вот все убирать. Ну, убирать, как бы он не упал. Не, нормально все. Ну все, сейчас разгружаемся, отмечаем документы.
И все, и в сторону Белграда двинем. Так что на этом не заканчиваем. Будем продолжать. Пока отключаюсь. Так, ну что, я разгрузился. Вот в этом городочке под названием Новый Пазар. Вот все еду. Вот смотрите, какая река. Грязная после дождей. Такой интересный городочек, прикольный. Маленькие, улочки маленькие. И вот здесь вот пробки. Вот там дальше интересно будет. Ну ладно, сейчас попозже чуть включусь. Ну вот как бы. Такие вот дома. Тут река. Места вообще нет. Я не знаю, центр, не центр. Тут рынки, палатки. Я не знаю, что это такое. Машины стоят. Ну такой прикольный городок, живой. Вот теперь придется разъезжаться с ними. Разъехались. И теперь направо надо повернуть спокойненько. Вообще. Ходят как хотят, где хотят. Ну все, самое интересное проехал. Все, топим мы. Мне 300 километров ехать. Так что полетели. За 4 часа я не успею, у меня осталось 4 часа. Придется брать дополнительный час. Думаю, за это время я успею точно. Ладно, не прощаемся. О, смотрите, какие красивые домики, как стоят в рядочек все. Прикольно. Опять какой-то городок. Попадаются места такие очень, дома так поставленные. Ну, прикольно, мне нравится. Типа Италии, что ли, что-то такое. Зацепился. Да блин. Самое главное, тут и сады у них, тут и виноградники тоже как бы присутствует такое. Народ вот так вот ходит вообще. Ну, круговое движение. Реки грязные после вчерашних дождей. О, кстати, Рашка. Рашка, блин. Я что-то забыл. Когда заехал, не увидел. Родимая Рашка. Автомат надо переключиться. Вот опять, вот здесь место вообще как таковое отсутствует. Вот ты едешь и, блин, вот все друг на друге, места очень мало. Развязки какие-то непонятные, что-то такое. Так, ладно, неудобно мне поехать снимать. Да нет, сейчас вроде нормально.
Что-то в этот раз я светофор не видел. Может, просто не обратил внимания и ехал. Так, ладно, все, закончиваем на сейчас. Итак, ну что. Так, я и не доехал, да, мне не хватило часа. У меня осталось тут 80 километров. Вот остановился на автобане, на парковке, на первой, которая попалась мне. Кофеечку сейчас как раз попью, 45-ку отстаю и как раз остается чуть-чуть, 80 километров, доеду. Без вопросов. Смотрите, ничего таки на автобане. Нормально, да, так? Даже березки растут. Беседки есть, стоянка для легковых, для грузовых автомобилей, туалет. Ну, так, довольно прилично, что. Ладно, буду кофе пить, отдыхать. Так, всем доброе утро. Ну все, приехал. Ну проснулся я, как обычно, попил кофеечку. Приехал на загрузку, говорят, товар еще собирается. Заехал на весы, взвесил тару. Ну и все. Чекай, сказали, чекай. Ну все, стоим, чекаем, блин. Ну, думаю, часик, наверное. В прошлый раз я здесь час-полтора, наверное, где-то так стоял. Ну, сейчас посмотрим, насколько быстро это соберут. Но здесь все-таки будет 2 точки разгрузки. Возможно, будет подольше, чем обычно. Но я приехал, машин вообще нету. Я думал, по-быстренькому все получится. Но все получается, как всегда. Недаром, блядь, черная кошка перебежала дорогу. Блин, на границе я пару часов простоял. Теперь еще и здесь. Благо там на разгрузке у меня никаких проблем не было, быстренько все, ну и до сюда доехал без вопросов, без всяких. А вот, как-то вот так. Ладно, буду дальше отдыхать, ложиться. Что делать? Делать нечего. Пока не подойдут, мне скажут, подъезжай, загружайся. Так что не прощаюсь. Итак, ну что. Оказалось то, что у меня второе место загрузки. Вот я приехал на второе место загрузки. Вот меня сейчас грузят. Сейчас покажу, что, ну, пенопласт вручную накидывают до верха. Ну, грубо говоря, там 22 тонны. Будет чуть-чуть поменьше, чем обычно. Но все равно. Ну и как бы все. И потом вновь, вновь потом на Царину. Но я думаю, сейчас здесь как минимум пару часиков. Ну и сегодня, пока, если я успею сделать документы, не знаю, наверное, нет, я не успею уже, потому что они до 4 работают. Ну и, соответственно, мне придется ночевать в Белграде вновь. Как-то вот так складываются обстоятельства. Ну ничего страшного, придется менять деньги и идти в магазин, потому что у меня покушать ничего нету, а кафешек там, я не знаю, есть, нету, по-моему, нету. Нет, по-моему, нету. Но зато рядом супермаркет и почта, если работает, деньги разменять можно. Так что вот как-то так вот. Сейчас покажу, что мне грузят. Вот пенопластом сверху вот за эти палеты, которые, как обычно, цемент, фигент. Вот это вот будет все до верха. Ну и все. Фокус в том, что выезжать мне отсюда. Заехать я заехал. Потому что здесь прямая. А выезжать мне отсюда вот по такой, вон там дорога. Вон машины, видите, ходят. Ну вот здесь вот, правда, есть направо-налево немножечко. Ну, я не знаю, я на этом крокодиле, по ходу дела, не раскручусь там. Как бы мне пришлось до дороги корячиться задним ходом и на дорогу выезжать. Это будет вообще вилы. Неприятно. Ну да ладно, будем посмотреть. Попробую. Получится, получится, не получится, на дорогу поеду. Все, ждем, пока меня закидают. Грузчики не молодые, поэтому как бы, ну, пару часиков, наверное, придется мне здесь потусоваться. Ну, ничего страшного. Все равно уже сегодня никуда не еду. Так что до завтра в любом случае. Итак, ну что, в итоге у меня получилось. В
итоге у меня получилось все четенько. Я загрузился, приехал на таможню, мне сделали документы за 30 минут. И все, я могу ехать. Да, что я и сделал. У меня по времени остается нормально. Я потратил 2 часа всего на все про все. Так что я погнал. Блин, вот это меня напрягает с этим тахографом, надо все записывать. Тахограф еще аналоговый, поэтому надо писать. Не прочтешь ничего нигде. Так, ну ладно, все, ребят, я погнал. Не прощаюсь, еще увидимся. Ну что, все-таки я до границы добрался. Сербскую границу прям залетел прям первый. Вообще ни очереди, ну ни колейки, ничего не было. А вот на черногорскую границу я уже стою 1,5 часа. Все спят, мы через встречку. И там стоят, и тут стоят, и короче стоим уже. Я не знаю, тут еще, блин, может быть час, может быть поменьше. Ну, кто его знает. Посмотрим. Ну все, сейчас за границу пойду, ну и все, и у меня уже 9-ка подходит. До дома не доеду, так что придется ночевать. Через 9-ку завтра уже доеду, что и как. Все, тогда до утра. Итак, всем доброе утро. Я проснулся, выспался, все замечательно. 9-ка моя подходит к концу. Пью кофе. Ну что, прошел я границу. Все в порядке. Ну как в порядке? Как я вчера говорил, я сербскую границу прошел на раз-два, буквально там за 10 минут. Заехал и просто тупо выехал. Приехал на черногорскую границу. Колейка. Ну, большая колейка. Стояли, что-то двигались. Потом раз через встречку, как я уже вчера говорил, поехали. И смотрю, а все спят. А почему все спят? В итоге оказалось то, что на границе сидит один полицейский на всех и один царинник на всех. Вообще весело работают на границе. Прям просто супер. Поэтому так долго и все происходит. То есть один и на легковые автомобили полицейские, и на автобусы, и на грузовые автомобили. Вообще просто один. Капец, вообще не хотят работать. Ушло у меня на эту границу 2,5 часа. Ну и все, я быстренько, ну не быстренько, прошел ее, недалеко отъехал. Как обычно, встал на том же самом месте, где опять вот соловьи поют. Ну или кто это, я не знаю, как эти птицы называются. Ну и в общем что. Сейчас допиваю кофе. Все, собираюсь и двигаю вперед. До дома. Опять до таможни. Опять. Не знаю, сегодня успею, не успею я. Ну, будем посмотреть. Так что увидимся еще. Всем доброе утро. Ну все, документы готовы, идем на таможню. Сегодня он вообще тепленько, он вообще топ. В шортах и в майке просто. Погода замечательная, прям с самого утра. Поедем на разгрузку. Разгрузка у меня в Ульцине. Там, где такие пляжи песчаные. Такое вот. Поедем туда. Поедет Вова со мной. Он тоже приехал с Турции. У него тоже разгрузка там же. Короче, мы поедем вдвоем. Так что вот. Двигаем на таможню.
О, представляете прикол? Два руса встретились в Черногории. Вон он, едем в один город на загрузку. На загрузку, на выгрузку. Улица. И вот мы вновь на море. Красота. Как-то сюда уже ездили. Вот на этих лежаках повалялись. Прикольно. Ну что, добрался я до точки выгрузки. Второй рус уехал в другую сторону, ему тоже здесь в Ильцине выгружаться. Так что отдал документы, сказали чекай. Здесь еще пара машин загружается. Ну, сейчас они вот загрузятся и потом уже, соответственно, не расшториваться. И, соответственно, начнут выгружать. Ну, как-то вот так вот. Ну что, сел я вот в тенечек, потому что сегодня уже жарко. Ну, расшторился одну сторону. Сижу, наблюдаю за процессом выгрузки. Сначала они кидали вот так вот все ломалось. Сейчас они что-то решили кар подогнать и складывать вот так вот аккуратнее, чтобы ничего не разваливалось, ничего не ломалось. Ну, это пенопласт. Хорошо в тенечке, на улице жара, капец. Ну вот как-то так. Процесс разгрузки идет. Что, все, я разгрузился, еду обратно домой на базу. Ну, на этом будем заканчивать данную серию, потому что как бы все, едем до дома. Увидимся в следующих сериях, не буду прощаться.